полный хаос, полное погружение. Железная жопа и сильное намерение. Никогда не нужно идти на компромисс. Не надо меня снимать, не надо меня снимать. Да иди в пизду. Артистизм и стёб. Он практически Моргенштерн русского нойза. Есть такой музыкальный стиль нойз. По сути, это когда музыкой является шум. И что самое интересное, это движение, похоже, было создано в России еще до революции. Мы сняли документальный фильм о сегодняшнем представителе этой столетней музыкальной культуры и попали на главный российский документальный кинофестиваль Art Dog Fest. Тот случай, когда у программиста было немного лишних денег, а у оператора немного лишнего времени. Да, мы не являемся профессиональными документалистами, этот наш кинодебют. Этим видео мы бы хотели подытожить весь накопленный за эти 6 лет проекта опыт о том, как мы снимали, как вообще с нуля снять документальный фильм. Ну и, конечно, расскажем про ростовского папу российского нойза. Про человека, который делает безумные синтезаторы, например, вот такие, или вот такие, собственными руками, и делает безумие. Как пройти путь от нуля и отсутствия киноопыта до завершенного полнометражного документального фильма, попавшего на главный документальный кинофестиваль. Об этом мы сегодня поговорим. Так, начнем мы вот с чего. Скажите, там мотор, там, а хлопушка у вас есть? А уж хлопушку можно просто вот так вот сделать и все. А без хлопушки вы все сваливаете. Все, без хлопушки я не согласен. Мы Сделали это. сделали это. Да. Мы сняли документальный фильм, полнометражный, и попали с этим фильмом на Art Dog Fest. На самый крутой главный фестиваль документальных кино в России. Радостно и прекрасно. Давайте сначала начнем тогда. Давай, с самого начала. С самого начала. Сначала был шум. Музыка стала потом. Мы, получается, привезли из Ростова папу Срапу, великого и ужасного нойз-музыканта, про которого многие знают, как человека, который делает свои собственные странные синтезаторы из радиодеталей, которые тоже непонятно откуда берутся. И из всего этого получается какая-то вот магия. Ну, самое время вспомнить немножко, как это было. Все-таки 6 лет. 6 лет, да. 2014 год. Пространство балкон. Лютая декорация просто. Пакеты полиэтиленовые, какое-то гнездо просто посреди комнаты. Аллея балкон называется. Они потратили, я не знаю, 1100 на гостиница на Невском. Ёбаный рот. Знаешь, сколько стоит в сутки эта гостиница? Ёлки-палки, что, я не нашел бы где вписаться, что ли? Потом, смотри, коньяк, арара. Да ёб твою мать, просто обычной водки купить. То ли они решили меня удивить, короче, знаешь. Я так и не понял, что они хотели вообще от меня. Я сюда приехал и вообще я даже не могу понять, что мне делать вообще, кто я такой. Эта идея, по сути, родилась в умах людей, которые никогда не снимали никакого кино до этого. Я программист, на самом деле, да? И друзья мои, с которыми эта идея тоже появилась, тоже никакого кино не снимали. Вообще нас как будто бы вселенная сама вела по этому фильму. Мы даже мало контролировали процесс. Тут самый главный, мне кажется, контроль состоял в том, чтобы просто в какой-то момент не забить и довести просто проект до конца, потому что между 2014 годом и 2019 он был доснят и в итоге закончен в 2020. Прошло довольно большое количество времени, когда просто он пролежал у нас на винчестере нетронутым совершенно, там, может быть, какие-то попытки были что-то смонтировать, и вроде бы даже получилось, да, но это был неполноценный работа, неполноценный фильм. Скорее, это было просто такое интервью, но не хватало, не знаю, как-то других людей, что ли, других мнений, потому что показывать одного человека, который рассказывает о себе и своей жизни, получается как немножко однобоко. И, короче, они там, знаешь, берут, потом вот так вот все режут, какие-то вопросы оставляют дурацкие, потом какие-то такие куцые ответы, и получается, как будто человек дурак. А у нас даже получился нечто большее, чем просто фильм про нойз или про человека. Такая философская притча про Питера Пенов, которые в свои, сколько ему там лет-то, да, живут с мамой, совершенно не парясь о том, что он ходит там уже, не знаю, последние лет 30 в одних и тех же носках, и на завтрак у него водка, но при этом он занимается тем, что ему нравится.
Именно. Ему никогда не нужно идти на компромисс. Никогда вообще. Дочка моя, блядь, мамаша моя, блядь, соседи, все говорят, да ты ебанутый, ты ебанько вообще. Что ты вообще делаешь, блядь? Ну, делаю то, что мне, блядь, нравится. Всем нам, кто живет в более традиционном какой-то парадигме общества, да, всем нам приходится иногда думать, а стоит ли мне вот этого сказать, да? А стоит ли мне вот это сделать? А как вот, если я вот это сделаю, что подумает этот человек? У него это отсутствует в принципе, он абсолютно честен, как есть, так как говорит. О, пойди там, блядь, попаяй там. Я пойду попаяю, где бухло, блядь? По сути, мы, когда коммуницировали с папой Срапой по любым вопросам, он всегда очень так, не выбирая выражения, четко говорил нам, что он о нас всех думает, где нам на самом деле место, и нашему творчеству, и нашему фильму, и вообще все, что мы делаем, не имеет никакого отношения к его настоящей подлинной реальности. У вас много пленки, мне мало бухла вообще. Нужно жить так, как хочется, и в жизни делать то, что нравится. И самое главное — творить. Неважно, что ты делаешь при этом. Работаешь на заводе, метешь двор или паяешь синтезаторы. Компромиссов быть не может. Только то, что нравится, только то, что нужно. И самое забавное, что папа Срапа это говорит, что Билл Гейтс. Всегда очень часто говорят успешные в своем деле люди, что они никогда не делали просто того, что им не нравится. Они просто всегда только и бескомпромиссно, исключительно то, что интересно. Искусство или смерть? Компромисс не для нас. Практически любой артист, который имеет это большое артистичное эго, узнав, что про него снимают документальный фильм, попытался бы что-то вот показать о себе, что как-то вот выглядеть каким-то не таким, как он есть, да? Ну, как минимум, помочь со съемками, как бы, да, с процессом и идти навстречу. Просто не надо меня снимать, блядь. Ты сказал, человек, не надо меня снимать, не надо, блядь. Просто уйди отсюда. Я сейчас буду как посмешище, как клоун, все будут надо мной смеяться. Блядь, пиздец, вообще, блядь. Это так смешно, блядь. Это так пиздец, как смешно вообще, понимаешь? Бля, иди в пизду вообще, блядь. Я про таких людей читал, вот, типа в книгах вот, про Моррисона, например, вот так они себя явили. То есть абсолютно нету понимания, что вот как-то нужно что-то делать. То есть нет никаких правил. Полное отсутствие, полный хаос, полное погружение. И в этом смысле вот этим вот выходом, исходом из общества и полным погружением в хаос, он в каком-то смысле оправдывает свое, в общем, уже такое звание шамана. Можно не понимать, не принимать. Вот. Но он очень все гармонично связывает в своих рассказах. Он одними своими только анекдотами, он совершает настоящий шаманский ритуал. И очень странно, что если мы покажем несколько кадров с фильма «Папа Срапа» просто случайному человеку, скорее всего, он скажет что-нибудь типа вроде, что это за алкаш, типа шизофреник, типа. Но при этом герои, которых мы спрашивали в фильме, они, никто ничего подобного не говорят. Они все говорят о нем как о человеке очень культурно развитом, очень глубоком, очень серьезном в том, что он делает. И никто никаких даже шуточек никогда не отвешивает. Люди очень серьезно к нему относятся. Умный, талантливый и, наверное, даже где-то гениальный человек в своем вот каком-то мире, в своей какой-то системе. Мне кажется, вот это все то, что как бы видят люди на концертах, это всего-навсего такая поверхностная как бы часть, которая на виду, за которой кроется огромный просто пласт работы, артистизм и стёб. Потому что человек не только прется вообще от жизни, вот, но еще и прикалывается и всячески как бы издевается над людьми, которые к ней относятся там типа слишком серьезно. Я люблю постебаться, понимаешь, над тупостью. Ну давайте, чтобы не было в нашем мире тупости. Да? Вот помнишь, когда мы только приехали в Ростов, что он нам сказал, когда мы ему позвонили из гостиницы, готовы были выехать к нему навстречу? Что-то вроде «Кто вы такие?» Кто вы такие? Типа я вас не звал, да. Типа вы что приехали? Да, и это было ровно так же, когда Дамир с Виталиком встретили папу Срапу перед первым этапом съемок в 2014 году в Сапсане. Он просто всю дорогу говорил им, что он их не знает, никакой не папа Срапа, музыкой он не занимается и вообще какие-то сумасшедшие. И они мне реально в панике писали смс вроде, типа, он вообще типа неадекватный, он не знает, что он папа Срапа, и вообще это точно тот человек и так далее. В общем, он любит крутить людей вокруг пальца, большой мастер в этом. Человек просто постоянно занимается тележением, он гонит. Привет, в общем, мы здесь собрались в этом хостеле все вместе, и мы
Сейчас поедем к нашему герою и будем пытаться что-то сделать с героем. Привет, дорогой. Привет, папа Срапа. Доброе утро. Слушай, ну мы вот начинаем быть готовыми ко всему. Я плохо слышно тебя. Ну, как чувствуешь себя? Как дела? Что? Как себя чувствуешь? Как дела у тебя? Какие у меня могут быть дела? Помимо всего прочего, как бы это эксперимент. Потому что если ты идешь по накатанной, если ты просто повторяешь то, что уже было сделано, ну это неинтересно, это просто как бы теряется на всеобщем фоне. И Папа Срапа, по сути, как бы он просто один такой большой эксперимент. Ну, он сам человек-перформанс от и до. И финал у него тоже всегда такой очень горячий. Каждое его выступление, ну, в зависимости от того, где он это делает, как бы, да, отличается разнообразием и, скажем так, вхождением в какой-то транс, который характерен не только для самого выступающего, да, но и для зрителей также. Разные совершенно были концерты, разные. Были совершенно уникальные. Люди впадали в транс, и кровь у людей носом шла. Когда рассказываю людям о том, что я работаю над проектом, фильмом про Папу Срапу, просто неожиданные абсолютно люди, не имеющие никакого отношения к индастриалу, говорят: да, я слышал про этого человека, да, это действительно интересно, ой, очень ждем, очень ждем. У нас откуда ни возьмись, там несколько тысяч человек посмотрело трейлер, хотя мы его даже нигде не публиковали, это просто разошлось. Он практически, я не знаю, Моргенштерн русского нойза. Как говорится, широко известный в узких кругах. Просто Папа Срапа. Нужно просто взять и признать, что ты являешься важной скрепой русского авангарда. Ну, как говорит сам Папа Срапа, стыдно быть известным, стыдно. Очень стыдно быть известным человеком. Стыдно, блядь, чтобы тебя хвалили. Это стыдно, блядь. Это очень стыдно, блядь. Что тебе запомнилось со съемок? Мне кажется, самый шикарный момент был, когда нас заперли в подвале заброшенного ракетного завода в центре Ростова-на-Дону. И пришла вот женщина, которая сказала нам, что вы вообще здесь кто? Что вы тут делаете? Я вас сейчас тут закрою на ночь и уеду. И что мне запомнилось больше всего, это вот моя первая реакция была бы: она нас сейчас закроет, нужно бежать. Твоя реакция была, как только она ушла из кадра, ты говоришь: ушла из кадра, продолжаем снимать. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Так вы даже не снимаете здесь, вы просто зашли и... Просто снимаем. В документальной съемке, насколько я понимаю, вообще всегда все идет как-то не так. Всегда ты не можешь это запланировать, на то она документальная. И поэтому нужно реально быть уверенным в том, что все будет круто. Внутренняя уверенность нужна. Ну, как бы то ни было, как бы, да, все равно все сложится, так или иначе. Ну, так оно и получилось. Мы кое-как таки выбрались из этого подвала. Кажется, нас забаррикадировали. У меня не хватает сил. Ну что пиздец, остаешься на ночь. Ну ничего страшного. Пусть прокуратура нас освободит. Вообще кадры с этого завода, наверное, самые впечатляющие и сильные кадры со всего фильма, которые, просто их хочется смотреть еще раз и еще раз. Это просто очень красиво. Знаешь, вот этот поход в этот завод, короче, мне кажется, это будет самая главная изюминка фильма вообще. Вот этот, блядь, завод, вот этот ебаное, вот это подземелье, это как раз будет самый кайф, вот этот детали там валяются. Это будет такая вот жемчужинка в этом фильме, будет такая жемчужинка. Люди у нас часто в России очень сильно недооценивают то, насколько они классно и интересно выглядят. Им все время кажется, что весь мир вот такой же, а они просто один из скучных элементов этого большого мира. Но, по сути, отъехав 100 метров от России, можно сразу понять, что Россия невероятно колоритная, интересная, разнообразная и вдохновляющая своими красками страна, и люди просто этого не осознают. Было бы классно, если бы в России люди спокойнее относились к тому, что они интересные и классные, и давали себя снимать. Я, Папа Срапа,
из Ростова, блядь, на Дону. Голос у меня может какой-то гнусавый там, или буква Г, знаешь, я как по-южански его выговариваю, такой Мне это все равно, как бы, это ваши проблемы. Я сейчас буду рассказывать историю из своей жизни. Не, ну в Ростове просто люди сами по себе, они как-то более открытые, что ли, да, и контактные. То есть они действительно как бы по большей части говорят, что думают. Вот, если им даже что-то как бы не очень нравится, они не будут там как-то скрывать это, лукавить. Мне вообще сильно понравилась наша экспедиция в Ростов. Хорошо, что мы это сделали, и это было таким важным завершающим этапом в кино, когда мы там типа жили в хостеле, там пытались найти время что-нибудь поесть, и просто все время вот от начала и до конца без нормального отдыха просто работали и еще раз работали. Когда ты вписываешься в такой проект, как снять документальный фильм, то работа, она никогда не заканчивается. Это какой-то бесконечный проект, гигантский. Ну, я бы не назвал это работой вообще. То есть это, по сути, как бы такое веселое времяпрепровождение, параллельно еще с какими-то, не знаю, интересными бонусами в виде съемок. Ну вот очень хорошо, что ты это видишь так, потому что это, наверное, и есть то, что держит русскую документалистику, русское малое независимое кино. Это то, что люди просто не ощущают этой работы, и очень многие, к сожалению, готовы или вынуждены работать бесплатно. И, наверное, главный урок, который я для себя вынес из проекта, это то, что документальное кино и вообще кино — это реально марафон. И на одном всплеске энергии там сделать нельзя вообще ничего, это не YouTube. Все отсняли, все, давайте, там это, блядь, так смотрю, думаю, ёбаный пиздец, блядь, ну это не то вообще, просто не то. Потом там что-то, блядь, этот долбоёб, там, алкаш, блядь, что-то делает, какую-то хуйню там вытворяет, блядь, а самого-то изюминки-то, сука, самое главное, ушли, блядь, это так всегда бывает. Ну, на самом деле у нас была отличная подпитка в виде героя. Я делал монтаж фильма, не знаю, в течение, наверное, года, да. Каждый день практически садился к компьютеру, что-то там добавлял, что-то убирал, перетасовывал кадрики. Но каждый раз мне было это делать интересно, я не заставлял себя, скажем так. И та харизма, тот юмор, с которым Эдуард вообще показан, те его истории веселые, это каждый раз просто они, не знаю, вызывали какой-то искренний смех, как бы радость. Вот, поэтому я бы не сказал, что для меня это было в тягость. Меня цепляет тем, что он, помимо того, что производитель многочисленных отличных синтезаторов, он еще отличный рассказчик анекдотов, совершенно забытый жанр сейчас. Дело в том, что у нас распределено, кто какие анекдоты сочиняет. Анекдоты говорят, что сочиняет народ. Нет, их сочиняют не народ, их сочиняют определенные люди. Парень с девушкой лежат на кровати в общежитии музыкального училища. Парень гладит девушку по животу и говорит: «Я люблю тебя, милая». Она говорит: «Ниже, ниже». «Я люблю тебя, милая». Если бы это было бы в тягость, то это точно бы никогда не было бы завершено, потому что это гигантский труд, на самом деле. И то есть, сколько у нас? Терабайта 4 Около материала, того. да? То есть тебе нужно все это посмотреть по много раз. Вот, все без исключения. И еще же звука там много-много-много часов. И это все нужно отслушать. Как этот процесс? Вот расскажи немного про этот процесс монтажа. Я немного понимаю, как это работает, но такой гигантский проект, я просто не понимаю, как ты это мог осилить. Дай советы начинающим документалистам про монтаж. Ну, как говорится, фильм рождается трижды, да. Первый раз, когда пишется сценарий, второй раз уже на съемочной площадке и третий раз, соответственно, за монтажным столом. Знаешь, как это называется? Магия монтажа. Просто с помощью монтажа можно, в принципе, из всякого говна сделать конфет. Если вы поработаете, нарежете это все, то может быть получится что-то из этого. Приходилось просто как ножом от сердца отрезать какие-то куски, которые мне были очень интересны и дороги, но просто не ложились в историю. Бухло – это энергия. Энергии во Вселенной не бывает бесплатной. Если ты столько принял энергии, ты столько же отдашь этой энергии. Ты произносишь тост. Бухнул, блядь, за успешный ваш, блядь, отъезд из Ростова. Я выпиваю. И эта энергия, вот эта вся энергия, пошла
на ваш успешный отъезд из Ростова. Значит, я, получается, вселенной ничего не должен. Но есть еще адский уровень, самый адский уровень, вот во всей этой хуете. Вот там алкоголь встраивается в твою, блядь, в твой обмен веществ. И когда ты встаешь утром с бадуна, блядь, у тебя обмен веществ не включается. Просто не включается, у тебя ничего не работает. И вот там, блядь, вот там уже никакой тост тебе не поможет, блядь. Уже никакой тост тебе, блядь, там не поможет. Одна бусинка, вторая, как бы к ней третья, это не подходит. Потом берешь четвертую, нанизываешь. Вот как-то так оно все складывалось. Возможно, стоит первоначально подготовиться и взять такой прям полновесный сценарий, в котором было бы четенько все расписано, но, опять же, как бы здесь куча непредсказуемостей. Поэтому что получилось, то и получилось. Что получилось, то получилось. Что получилось, то и получилось. Мне кажется, в первоначальный ресерч нужно реально еще включать анализ всех материалов, которые про персонаж или про явление уже есть. Мы это делали поздно, и в итоге все равно мы обращались к большому количеству авторов разных видосов с YouTube, там, из ВКонтакте, с Папа Срапа разные хроники, и они все согласились и дали нам права на использование этих роликов в фильме. Надо изначально, мне кажется, в современной документалистике относиться к материалу так, что любой материал, который в принципе есть, почти любой использовать можно на самом деле. Не обязательно все делать на оригинальном материале. Мне кажется, один из основных вообще навыков документалиста — это даже не снимать контент, а смотреть контент. Ну, по сути, да, железная жопа и сильное намерение. Мы сейчас слушаем шум. Может быть, каждый из вас что-то услышит в этом шуме свое. Но больше всего, на самом деле, подогревало каждый раз, когда садился за монтаж, фраза Папа Срапа о том, что вы все исчезнете. Мне вас жалко вообще, пиздец. Вы исчезнете, понимаете, блядь? Вы исчезнете. Куда-то, но вы все исчезнете. Потому что все группы кинематографические, которые приезжали меня снимать, они все исчезли. Насколько я знаю, к нему приезжало несколько коллективов, которые пытались его снимать, но в какой-то момент у ребят то ли, я не знаю, переключалось внимание на что-то еще, то ли они понимали, что что-то происходит не то. Вот. Просто пропадали, да, бросали работу, соответственно. И это постоянно меня как-то так подталкивало, что ну мы-то не такие, мы сделаем это, мы доведем до конца проект. Они исчезли. Они растворились просто. Еще раз хочу предупредить. То есть вы исчезнете. В документалистике всегда есть какой-то выбор, куда идти дальше. Да? Сняли фрагмент, какой фрагмент идти снимать дальше? Кого просить об интервью? Нужно ли просить маму героя об интервью? Мы, кстати, это сделали. Это было не просто, мы 3 дня ее уговаривали, да. но все-таки получилось. Где-то ему было, наверное, до полгода было или не было. Вот только музыку включим, у нас Кама была, радиола тогда. И он вот так в одну точку, моментально, вот так смотрит, да смотрит, и засыпал тогда. Мне надо, чтобы он уснул, я включаю, и он засыпает. Потому что у нас по факту история родилась уже на монтаже. Ну, первоначально что было? У нас было просто интервью, у нас был какой-то костяк, на основе которого уже шел, скажем так, основной монтаж. Вот. После чего на это все наслаивались кадрики из хроники, из концертов, которые мы сами снимали, концерты, которые мы нашли в сети. И родилась необходимость включить туда еще каких-то героев. Мне кажется, без этих людей фильм получился бы неполноценным. Всем привет! Вот и все. Это было потрясающе, что ты собрал силы и поехал в Москву за этими интервью, потому что действительно эти люди, они дополнили картину и дополнили историю. Без этой твоей такой финальной командировки в Москву за материалом все-таки что-то не складывалось, все-таки была какая-то недосказанность и какой-то был перекос в сторону, ну, может быть, немножко более темной среды, более темного ощущения от нашего героя. А когда ты съездил и получил интервью этих людей, от фильма начало веять светом и любовью, хотя фильм, по сути, про жесткий, авангардный, радикальный нойз. Я иногда заставляю писать мне письма на будущее. Верочка,
Я, блядь, хочу, чтобы ты была счастлива до окончания твоей жизни. Моя жизнь может кончиться гораздо раньше, но это не факт. Может быть, я обоссанный зайду в автобус, но это будет мой последний заход в автобус. А потому я желаю тебе всяких охуенных кайфов, чтобы тебя не заебывали всякие Лёни и прочие долбоебы. Давай договоримся так. Я худею на 10 килограмм, убираю живот и жопу, а ты худеешь хотя бы на 5 килограмм, убираешь бока и жопу. И это происходит до Нового года. Вот и все. Секрет в героях, то есть все время, пока мы находились и в Ростове, и потом, соответственно, в Москве, очень сильно везло с людьми. Когда мы были в гостях у Эдуарда, к нему приехало еще несколько человек, и нам просто посчастливилось, что мы находились как раз в это время у него дома, и мы просто с ними договорились и взяли у них интервью. И каждый из них, он какую-то такую вот свою нотку внес в этот фильм, который в итоге переросло во что-то большее и привело к какой-то такой, не знаю, симфоничности, что ли, картины. Это срез культурного такого пласта, который очень многие люди просто не видели и никогда не увидят. Какие-то люди, которые, может быть, кем-то будут названы фриками. Вот, например, парень, который круглый год в Ростове катается в одних шортах на велосипеде, его весь город знает, и везде во всех там местных сообществах его постят как ростовского такого прям вот городского сумасшедшего. Сейчас, Серый, подожди. Братишка, здорово, тебе не холодно? Вот так вот. Вообще, братик, красавец, молодец, мы в ахуе. Мы с тобой, брат, донские казаки. Давай, братуха. Я с Алтая. Красава. Или другой товарищ Папа Сарапа, который очень интересуется нойзом и занимается тем, что селекционирует разные виды птиц у себя в подмосковном хозяйстве. То есть у нас первые куры наши появились независимо от нас. Потом, когда все распробовали, и курятинку, и яйцо свое, поняли, что оно по вкусу резко отличается от магазинного. Потому что неизвестно, в каком поколении после нас у наших потомков появятся перепонки на пальцах, там, на руках, еще какие-то мутации начнут происходить. Людей с разными характерами и с разными очень необычными интересами мы узнали много, это правда. Блин, ничего лучшего я не слышал. Пока у нас музыкальная пауза. Все, перестань снимать, короче. Нормально, посмотри. Это пиздец вообще. Ну и все, хватит. Ну, это реально заставило очень сильно задуматься о природе искусства как такового. О том, собственно, где формируется искусство. В глазах смотрящего, в глазах артиста. Где границы искусства и не искусства, что такое искусство. То есть, по сути, фильм задает вот эти вот большие вопросы. Я думаю, что этим фильмом мы просто дали какой-то один вариант ответа среди моря возможных. То есть, ну, есть состояние, да, какое-то состояние, которое ни алкоголем, ничем не объяснишь. Вот оно накатывает, и вот это от звуков идет. А звуки, в свою очередь, рождаются от этого состояния. И пошел это обратная связь. Знаешь, такая в кибернетике есть понятие. Слушай, надо заметить, что вот до этого проекта нойз вообще как таковой как бы для меня вообще отсутствовал. То есть я не знал, что есть такой стиль музыки, я его не слушал и вообще не воспринимал как музыку. Я вообще не считаю это музыкой, например. Ну, для меня нойз вообще как бы это такой абстракционизм от музыки, что ли. Когда нету четкой мелодики, нету четкого ритма, и ты можешь представить, в зависимости от того, что тебе кажется, все что угодно. Там появляется и какая-то гармония, появляется и какой-то ритм. То есть, в общем, это вполне полноценное музыкальное направление. Вообще так получается, что мы этой историей рассказываем в том числе про существование этого жанра. И рассказываем это через какой-то яркий пример русского музыканта в этом жанре. И рассказываем в том числе о том, что, судя по всему, на самом деле нойз вообще был придуман советскими авангардистами, можно даже сказать. Поэтому, мне кажется, мы выполнили
наверное, какую-то такую задачу по документации этого явления в принципе. Наш военный врач Николай Кульбин на много лет раньше Руссола написал манифест о свободной музыке. И вот с этого все и началось вообще. Весь вот этот кайф, он начался именно с этого манифеста. Я тут думаю, что в нашем случае действительно есть вещи, в которых мы, судя по всему, оказались первыми, и этим нужно гордиться, об этом никто не говорит, и действительно, судя по всему, в авангардном аудиоискусстве мы абсолютные пионеры. Как и в фильме говорит Папа Срапа, да, и как мы уже сегодня говорили, Дзига Вертов и его эксперименты, и на самом деле целая группа художников, авангардистов, модернистов, там, конец 10-х, 20-е годы 20 века. И дальше синтезатор АНС, который был изобретен в России, человеком, который даже не был музыкантом, по-моему, он был военным, и он просто за, по-моему, 10 лет или 20 лет работал над первой в мире машиной, которая берет изображение и превращает его в звук. Это вообще инструмент, на котором можно было сыграть вообще любой звук, который существует в природе и которых не существует, миллионы которых не существует в природе, можно было сделать. Есть такое ощущение, что просто немножечко не хватает каким-то нашим, скажем так, изобретениям, да, пиара. Ты очень прав, что мы очень плохи в пиаре, да? Мы часто опережаем в чем-то, но именно из-за пиара об этом никто не узнает. И мне кажется, может быть, этот фильм — это тоже в каком-то смысле такая пиар-миссия, потому что стало понятно, что да, это очень круто, что мы попали на главный российский документальный фестиваль, но есть еще цель экспортировать кино, и чтобы все те люди, которые реально интересуются электронным искусством, синтезаторами, может быть, техно, может быть, брутальным нойзом, чтобы все эти люди узнали тот факт, что нойз был изобретен в России, как он был изобретен, и что вот сейчас в России есть известный, крутой, мощный последователь этой, в общем, столетней традиции. Я, блядь, просто не знаю. Я черпаю вот у тех вот в начале 20 века, у тех чуваков. Вот у тех есть что подчеркнуть, блядь. Вот там пиздец. Симфония гудков, когда просто целый город стал оркестром. По сути, было решено использовать целый город как площадку для музыкального произведения. Началось с гудков, заводов. Гудки он же дирижировал такими огромными двумя такими ветками от деревьев. Дирижировал. На местах стояли уже его помощники, смотрели на него в бинокль. Тут же летали эти аэропланы, залетали с Каспийского моря, блядь, и летали над городом, блядь. Тут же стреляли пушки, тут же строчили пулеметы, блядь. Тун та 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 тун та 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 тун та 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 тун. Понимаешь? И тут начинается самый главный пиздец. Я перед этим, вот сколько было бы у меня шляп надето, я бы все бы их снял перед Авраамом. Потому что это просто пиздец, это просто. Он, блядь, всех убрал нахуй навсегда. Да, мы постоянно стыдимся рассказывать про нашу культуру, мы постоянно пытаемся все приукрасить, мы постоянно пытаемся сделать такой Болливуд на самом деле. Это, мне кажется, то же самое, что происходит в Индии. Там никто не хочет реально отражать реальность, все немножко ее стыдятся. У нас это, мне кажется, сейчас несколько меняется. Очень много и художественного кино, и документального все-таки становится очень сильно реалистичным. И поначалу это ощущалось в основном как типа трэш, и в основном как такая депрессивная история. Но сейчас, на мой взгляд, это все становится все светлее и светлее, потому что можно показать суровую русскую, жестокую, может быть, местами действительность в качестве луча света. Можно даже показать музыканта, который делает жуткие нойз-эксперименты и постоянно бухает в качестве луча света русского авангарда, даже мирового авангарда. Мне кажется, у нас это получилось. Вот это они называют авангард. Это не авангард, ребята, это выебончик с надрывчиком. Нойз, скажем так, как бы, да, для него сейчас отошел так на второй план. Да, он делает синтезаторы, он паяет их, он выступает перформансы, концерты, но русский язык — это то, что заставляет его вставать по утрам. Понимаешь, бля, я с этого тащусь, я с русского языка тащусь, когда в одном слове есть несколько значений, они сливаются вот так вот, блядь, в какое-то одно значение. Вот 5 значений сливаются в одно, блядь. Это гораздо круче, чем какие-то там композиторы. Это просто такая тотальная этимология и погружение вообще в этот русский язык с целью докопаться вообще до образности.
Что такое буква О в русском языке, как ты думаешь? Это охват. Охват. Буква О — это охват. Допустим, очарование слова. Это охват чем? Чарами, правильно. То есть это колдовством, да, каким-то там, ну, какой-то магией, там, колдовством, охват чарами. А, допустим, обаяние слово. В этих словарях ебанутых современных, это же синонимы. В русском языке нет синонимов, блядь. Вообще нету, блядь. То есть есть очарование, есть обаяние. Обаяние, чем охват? Баянем, да? А обаян — это кто такой? Который рассказывает. Который рассказывает, да, байки. То есть это охват по уличному пиздобольствам, понимаешь? То есть смотри, вот если девушку один парень очаровал, а другую девушку парень обаял. То есть получается, что он эту девушку волшебством как бы очаровал, волшебством, а тут просто пиздобольством своим, понимаешь? Рассказывал, что я рассказывал, и она растаяла. Папа Срап об этом постоянно говорит, и каждый раз, когда мы говорим о нозе, о его синтезаторах, он говорит: да это все не важно, самое важное — это вот русский язык, и вот его вы вообще понимаете. Слушай, про русский язык, знаешь, сколько нужно говорить? Я 20 лет его изучаю, и только сейчас я понял, что я, блядь, в самом начале пути только нахожусь. Это же мифотворчество все. Честно говоря, те вещи, которые он говорит про русский язык, это очень сильно мне напоминает, прости, Папа Срапа, но это очень сильно напоминает эту вот русскую шизотерику про глубокие корни великого русского языка, который был изобретен еще там друидами из планеты Нибиру. Блядь, ты про русский язык не трожь, блядь, сука. Святой не трожь, блядь. Просто почему я занимаюсь русским языком? Потому что я хуею, блядь, от этих русских слов, блядь, от того, что там происходит синтез вообще. Синтез, блядь. Так же точно, как синтез звука. Так же точно, как синтез кулинарии там. Вот чай вам заварил алтайский, вы его не пьете, конечно. Как ты думаешь, сколько раз его можно заваривать? Сколько угодно, но ведь он может быть и невкусный после какого-то раза. Ну смотри, 5 раз можно заваривать, на 6-й раз чинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба, блядь. Если бы ты сегодня начинал такой проект, что бы ты сделал по-другому? Я даже не знаю, начинал бы я сегодня по такой проект. Думаю о том, что это все затянется опять лет на 6. Очень круто, что мы успели это сделать сейчас. Потому что кто его знает, что будет через там, месяц-два, может быть, не знаю, год. Очень здорово, что мы при жизни человека сняли фильм о нем. Мы не подохнем, пока мы не выполним свою миссию. Все. Вот это кода. Когда мы уже проект заканчивали, я купил несколько книг про документальное кино. Все эти книги, по сути, начинаются с того, что не начинайте, пока у вас нету полного описания и понимания целевой аудитории кино. Вот для кого вы снимаете этот фильм. После того, как вы сформировали то, для кого снимаете фильм, после этого нужно формировать основную мысль, которую вы хотите сказать этим людям, этим фильмом. И только потом приступайте к сценарию или выбору сценария, и только потом к съемкам. Мы все сделали ровно наоборот. Да, на чем мы там остановились вообще? Камера, мотор. Для этого хлопушка нужна. Я еще говорю, где хлопушка, блядь? Ты выступил оператором-постановщиком, помимо того, что режиссером и монтажером. Дай совет операторам, которые хотят снять документальное кино. В отличие от игрового кино, в документалистике никогда нет начала и нет конца. Когда вы приходите на площадку, вы уже должны быть готовы, что все началось, и нужно фиксировать практически все, что вы видите. Потому что в итоге может получиться так, что тот самый момент, когда вы думаете о том, что типа, ну вот сейчас герой, значит, отвернулся, вот он где-то там курит с кем-то, да, какое-то общение непонятно происходит, это все не нужно. Это тот самый момент, когда нужно снимать. Нужно, самое главное, не стыдиться и не думать о том, что, ну да, окей, хорошо, сейчас, возможно, как бы человеку неудобно, возможно, он не готов, скажем так, да. Нужно перешагивать через это, через какую-то вот неуверенность, через стеснение и просто брать и снимать. Я вам самое главное не рассказал. Я же это самое и предполагал, что так и будет, блядь. Вот, блядь, самое главное-то я и не рассказал. Это имеет отношение к, может быть, перфекционизму? Перфекционизм скорее как бы немножечко о другом. Здесь вот это вот оттачивание уже существующего, уже готового, когда ты, например, говоря о монтаже, готовый проект доводишь
в очередной раз до конца, смотря его там какой-нибудь 100-500 раз, но не останавливаешься и пытаешься найти, что можно сделать лучше. И когда уже прям вообще вот все, да, ну, значит, все. О чем это вообще? Чего вы тут понаставили софитов, короче? Чего с прожектора вообще? Такой жар от них идет вообще. Перфекционизм, когда ты монтируешь, очень нужен. А когда снимаешь, судя по всему, нужно его, наоборот, выключать. Приходится, да, иногда забивать на какие-то вещи, иногда даже что-то получается, может быть, не в экспозиции и в нерезкости, но при этом материал есть. Если вы видите высадку инопланетян на Земле, и вы снимаете ее дрожащей камерой на какой-нибудь телефон не самый лучший, при этом без света и даже без фокуса, это будет гораздо круче, если вы не снимете это вообще. У нас было несколько таких моментов на площадке, когда все как-то накалилось, и нужно было успокоить героя и продолжить съемку. Не всегда людям комфортно быть под объективом. Ну, мне кажется, здесь на помощь приходит здоровый цинизм, с которым ты просто относишься к работе и к людям, а как просто к источнику информации и как к каким-то интересным персонажам. Вы просто, блядь, настолько молодые еще, что вы этого еще пока не поняли, блядь. А я это уже понял давно, блядь. Я вам сейчас рассказываю откровеннейшие, блядь, эзотерические вещи, которых вы нигде не прочитаете, ни в интернете, ни в каких книгах, блядь, вы об этом не узнаете, блядь. Я сейчас вам концентрированно даю опыт и даю его вам. Сколько это стоило? Это очень интересный вопрос. На вопрос отвечай мне. Я не знаю, я правда не считал. Я думаю, что суммарно все расходы, которые мы понесли за эти 6 лет, приближаются что-то типа к 500 000 рублей. Что-то такое. Ну, в принципе, небольшие деньги для документалистики. Там ебануться не встать вообще. Для тебя не секрет, что я, в общем, не являюсь профессиональным продюсером документального кино. Я программист. Я пишу код, и я просто вот довольно классический айтишник, и появилось желание сделать кино, и стало понятно, что просто можно это начать. И для меня, честно говоря, ни одна другая вещь, которую можно обрести в физическом мире, в тот момент больше привлекательной не была. Мне не хотелось ни машину, ни каких-то новых, невероятных там еще объектов физического мира. Но представить себе, что можно просто вложить некоторое количество денег и получить в результате кино, это же целая магия. Как говорит Артемий Лебедев, вообще единственное, во что имеет смысл человеку вкладывать деньги, это свою биографию. Сейчас вы охуете, вы просто этой информации вы нигде вообще не найдете, ни в каком интернете, вообще нигде. Кино будет на IMDb, оно будет на большом фестивале, оно будет задокументировано и сохранено там для потомков, наверное. И это уже какой-то факт биографии, это очень классно. Сегодня в русском независимом кино, вообще в русскоязычном независимом кино, очень мало людей, которые вкладывают свои личные средства в съемки. Очень часто документалистам очень сложно найти какие-то деньги, и вообще, в принципе, людям, которые делают кино. А есть целый огромный пласт в России айтишников, у которых есть деньги свободные, которые они могли бы куда-то потратить. И вот я хотел бы даже начать какое-то движение, может быть, дать свой пример, что вкладывайтесь в искусство. Нахрена, блядь, потому что без этого нельзя, блядь. Просто нельзя, блядь. Если этого не будет, вообще ничего тогда, блядь, не будет, блядь. Россия — это просто клондайк искусства. Здесь много всего есть. Можно найти потрясающие проекты. И я, честно говоря, вот хотел бы прям всем айтишникам сказать, вкладывайтесь в кино и делайте крутые фильмы с крутыми командами. Талантов, людей, которые способны снять крутые фильмы, сделать классные проекты, просто гигантское количество. Надо что-то делать с этим. Интересно, как сам вообще Эдуард отнесется к картине? Это очень сложно и непредсказуемо. Когда мы выпустили тизер, я был абсолютно уверен, что он просто нас возненавидит, короче, просто перестанет отвечать на наши сообщения. Но этого не произошло. Ему все понравилось, все классно. Может быть, ему и фильм понравится. Все может быть?
Не, если фильм понравится публике, я буду очень счастлив. Но если фильм понравится папе с Рапи, я буду очень удивлен. Это охеренно. Это высшая степень охеренности. То есть это охуительно. Спасибо, Костя. Спасибо, Никита. Спасибо, Костя. Спасибо, Никита. Спасибо, Костя. Никит, спасибо. Очень интересно, да, сегодня все было. Было очень интересно и поговорить с тобой сегодня, и в целом сделать этот гигантский проект совместно. А вам я хочу сказать, что приходите на Art Dog Fest, будут показы и в Риге, и в Москве, и в Петербурге. Точно мы пока не знаем, где, когда, все-таки, понимаете, время особое. Кино для какого-то широкого зрителя пока не будет доступно, это обычная практика, но в течение года, скорее всего, будет доступно всем, и можно будет его, в общем, где-то достать. Что ты еще скажешь? Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал о папе с Рапи, это стоит того. Спасибо, братья. Молодцы. Охуительно. Это был папа с Рапа, блядь. Спасибо, блядь. Вызывает председатель колхоза знатную доярку. Говорит: Марфа, тут приехал из района корреспондент, хочет взять у тебя интервью. Она спрашивает: а что такое интервью? Он говорит: да хуй его знает, но на всякий случай ты лучше подмойся.